Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какой воздушный, легкий, ажурный узор мы сегодня будем с вами вязать. Очень красивый. Узор можно считать двусторонним. Посмотрите, изнанка тоже хороша, может быть, даже интересней, чем на лицевой стороне смотрится. И это узор к модели из немецкого журнала «Штрих моды» номер 7 за 1919 год. Посмотрите, какой летний воздушный джемпер связан этим узором. Вернее, джемпер связан двумя узорами, но мне вот понравился вот этот ажурный узор. Схема узора из журнала. Схема для поворотных рядов. Как мы сейчас с вами будем вязать. Я составила свою схему для кругового вязания этого узора. Обе схемы в обработанном виде, как всегда, будут в конце видео. Особо я здесь объяснять ничего не буду. Я только скажу, что раппорт узора составляет 10 петель в ширину и 14 петель для симметрии узора. То есть, если мы вяжем узор поворотными рядами, то мы вяжем 4 петли перед раппортом, затем повторяем нужное количество раппортов по 10 петель, ну, допустим, 4 раппорта 40 петель, да, или 50 петель, и 10 петель в конце, после раппорта, в конце ряда. И еще хочу заметить, что первый раз мы вяжем с первого ряда по 22, а затем повторяем узор с третьего ряда по 22 ряд. Все, давайте начнем. Кому интересно описание вязания этого джемпера, но на немецком языке без перевода, я выложу его в посте на Яндекс.Дзене. Ссылку на Яндекс.Дзен и на все наши группы «Магия вязания» смотрите под каждым нашим видео. Заходите, смотрите, присоединяйтесь к нам, а мы начинаем вязать. Набираем на спицы 26 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 2 лицевые. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 8 лицевых. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 10 лицевых. Я вам не разделяю при вязании петли до раппорта, петли после раппорта. На схеме вам хорошо видно, где раппорт начинается, где раппорт заканчивается. Второй изнаночный ряд. 2 изнаночных. Делаем накид. 2 вместе провязываем изнаночной петлей, простой изнаночной. У нас на лицевой стороне они провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее 5 изнаночных. Теперь 2 петли нужно провязать вместе изнаночной скрещенной. Вот один способ показываю. Переносим петли на правую спицу, не провязывая, и меняем их местами вот таким образом, чтобы вторая петля сзади вогнула первую. Возвращаем обе петли на левую спицу и провязываем их вместе изнаночной петлей. На лицевой стороне они провязались как 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее делаем накид.
1 изнаночная, делаем накид и повторяем 2 вместе простой изнаночной, 5 изнаночных и 2 вместе изнаночной скрещенной. Можно вот еще так делать. Подхватываем обе петли сзади, начиная со второй петлей, и развернув, возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночные. 2 вместе изнаночные скрещенные провязались. Вот видите, тот же самый результат получается. Далее делаем накид и 3 изнаночных у нас в конце ряда. Мы провязали 2 ряда, они вяжутся один раз в начале узора. Третий лицевой ряд. 4 лицевых, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я перешла на бабушкины петли, и мне нужно развернуть петли, чтобы провязать их. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее делаем накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид и 3 лицевые в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд, 4 изнаночных, накид, 2 вместе простой изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной. Делаем накид, 5 изнаночных и повторяем накид, 2 вместе простой изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной. Делаем накид и 5 изнаночных до конца ряда. Пятый лицевой ряд, 6 лицевых, делаем накид, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону, делаем накид, 7 лицевых, и повторяем накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 5 лицевых до конца ряда. Шестой изнаночный ряд, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, делаем накид, 3 изнаночных, снова 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид и 2 изнаночных в конце ряда. Седьмой лицевой ряд, 3 лицевых,
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так чередуем. 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 4 лицевых петли у нас будет в конце ряда. 8 изнаночный ряд, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид. И так будем чередовать. 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид. 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид. 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид и 4 изнаночных. Девятый лицевой ряд, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и еще раз 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и 2 лицевые у нас будут в конце ряда. 10 изнаночный ряд, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид. И снова будем чередовать 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид и 6 изнаночных до конца ряда. 11 лицевой ряд, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и 5 лицевых до конца ряда. Мы провязали 11 рядов. Посмотрите, как замечательно получается. И согласитесь, что несложно вязать. Совершенно несложно. Мне нравится, что вот такие дырки получаются длинные. Не круглые, вот как обычно в ажурных узорах, а вот такие вот длинные. Сейчас в 12 изнаночном ряду мы сделаем переход, и после него будем вязать уже узор с наклоном в правую сторону. Как видите, мы сейчас влево делали наклон, а потом уже будем в правую сторону делать. 12 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе простой изнаночной, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной. Делаем накид, 1 изнаночная, делаем накид и повторяем. 2 вместе
простой изнаночной, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид и 3 изнаночных в конце ряда. Тринадцатый лицевой ряд, 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевых. 14 изнаночный ряд, 4 изнаночных, накид, 2 вместе простой изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 5 изнаночных. И повторяем: накид, 2 вместе простой изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, 5 изнаночных. Пятнадцатый лицевой ряд, 6 лицевых, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Я разворачиваю петельки, кто вяжет классикой, разворачивать не надо. Делаем накид, 7 лицевых, и снова делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых. Шестнадцатый изнаночный ряд, 6 изнаночных, накид, 2 вместе простой изнаночной, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной и 1 изнаночная в конце ряда. 17 лицевой ряд, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевых в конце ряда. 18 изнаночный ряд, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной. И повторяем так: 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 3 изнаночных, накид,
2 вместе, изнаночный, 3 изнаночных, накид, 2 вместе, изнаночный и 4 изнаночных в конце ряда. 19 лицевой ряд, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевых до конца ряда. 20 изнаночный ряд, 5 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночный, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночный, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночный, 3 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночный, 2 изнаночных в конце ряда. Вот согласитесь, несложный узор, даже вот какой-то монотонный. 21 лицевой ряд, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 6 лицевых до конца ряда. 22 изнаночный ряд, последний ряд раппорта, 2 изнаночных, накид, 2 вместе простой изнаночный, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночный скрещенный, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе простой изнаночный, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночный скрещенный, накид и 3 изнаночных в конце ряда. Любуемся. Мы связали 1 раппорт в длину, 1 раппорт в ширину. И еще раз напомню, что раппорт повторяется с 3 по 22 ряд. Очень красивый узор. Я буду рада, если он вам тоже нравится. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Я уже говорила, что все ссылки у нас под каждым видео. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!